Я в Нью-Джерси гуляю здесь. Заселять Нью-Йорк впервые начали еще в 19 веке. Таймс-сквер это просто сумасшествие какое-то. А если ты бегаешь быстрее, чем это? Значит, тебе повезло. Ребята, короче, мы сейчас зашли на Бруклин-бридж. Вот там у нас остался Манхэттен позади нас. А сейчас впереди у нас вот именно та локация, куда все идут за фоточками. Несколько дней назад встал в пробку и просто 2 часа не двигались по никуда. Очень суетливый, очень много людей. Я на несколько дней в Нью-Йорке, и этот выпуск посвящен реальному Нью-Йорку, такому, как я его увижу в эти несколько дней, без именно там только вот это вот вау, там круто, да, и только вот это. Покажу вам реально то, что увижу я. Значит, я сейчас на Манхэттене, я сейчас нахожусь на Манхэттене. Конечно, впечатляет. Тут высотки, все дела, все шумит. Везде где-то полиции, пожарные ездят. Какой-то движняк происходит. Остаюсь я где-то в 20 минутах ходьбы отсюда. В самом Чайна-тауне я остаюсь. Да, там, конечно, уже другой мир. Там как в Китае. Что-что, а грязище в Нью-Йорке, конечно, сильное. Много где. Вот так все разбросано. Вот это моя комната, ребята. На ближайшую неделю почти. На этом рум-тур окончен, потому что показывать больше нечего. Всю свою поездку американскую впервые поел дешевле, чем за $10. Я имею в виду, нормально пообедал. Где это было? В китайском районе, Чайна-тауне в Нью-Йорке. Чайна-таун находится на Манхэттене, то есть в самом центре Нью-Йорка. И здесь сейчас проживает около 40 тысяч китайцев. Вообще. Китайцев здесь настолько много, что как бы Чайна-таун это именно мини-город китайский внутри Нью-Йорка. Вообще, конечно, китайцы заселяют здесь кучу всяких мест. И общая численность их насчитывает от полумиллиона до 700 тысяч. Это именно в Нью-Йорке. Больше полумиллиона китайцев проживает в Нью-Йорке. Это самая большая китайская численность китайских американцев. Стройки постоянно какие-то, постоянно какой-то движ, там тоже строят. Мы в Москве жалуемся на пробки, но я, несколько дней назад встал в пробку и просто 2 часа не двигались мы никуда. За 2 часа мы проехали, метров 800. Это вам вот к пробкам в Нью-Йорке. Что по ценам? Метро, к примеру, разовая поездка стоит $3, да? В Москве, вы сами знаете, $1, да? То есть цена на метро в 3 раза превышает наши московские. Starbucks или какие-то там, как везде, там, тот же самый Чикаго, тот же самый Майами, тот же самый LA. То есть ценник приблизительно одинаковый. Поесть, где-то там $20-25. Чашка кофе стоит там $5.50. Вот заходишь, хочешь капучино, $5.50. Сами пересчитывайте. У нас в России то же самое заведение будет стоить минимум в 2 раза дешевле. Таймс-сквер это просто сумасшествие какое-то. Здесь просто любое время дня и ночи приезжай, тут будет движ. Это здесь вообще, вот здесь именно ничто никогда не спит. Вот с Токио можно сравнить.
Я приехал из Нью-Йорка в Нью-Джерси, и сегодня я встречаюсь со своим другом. Он переехал в Нью-Йорк недавно, и мы узнаем, как ему здесь живется. Exchange. Знаешь, где памятник? Если не оставишь чаевых, то официант может побежать на поезд и сказать, что не так. 10%, 15%. И здесь есть еще карта безопасности. Здесь супер безопасно. Здесь есть такое приложение, Citizen называется. Она в онлайн режиме тебе пуш присылает, например, кого-то ограбили, зарезали, видишь, что там 50 метров от тебя стреляет. С прошлого года ты можешь типа бесплатно учиться. Мы приехали, у нас грин-карта. Мы никаких налогов еще не заплатили, и нам бесплатно. Ребята, Бруклинский мост, он соединяет Манхэттен и Бруклин. Начало строительства 1870 год, окончание 1883. То есть мосту сейчас уже 140 лет. Вы представляете, 140 лет. На момент, когда его, значит, запустили, он был самым высоким, самым длинным, короче, самым-самым. И здесь вообще впервые использовались вот эти вот металлические висячие, как тросы. Впервые в мире здесь их использовали. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Конечно, кто-то может любить Нью-Йорк, кто-то может не любить Нью-Йорк, но определенно это город, где, пересекаются энергии просто всего мира. Тот же самый Таймс-сквер, ребята, это просто бомба, все в огнях, я не знаю, где подобное еще можно встретить.